English. Money. No camera? No allowed to film this? Проблема in this area? Passport control, police. Добро пожаловать в наше новое приключение с вами, которое начинается в Стамбуле. Городе, как, наверное, многие знают, бывшей столице 4 огромных империй. Городом с населением больше 15 миллионов, протяженностью более 150 километров и так далее, и так далее. Город с великой историей. И что мы здесь сегодня с вами делаем? А делаем мы следующее. Я нахожусь здесь уже 4-й день, по-моему. И я успел чуть-чуть посмотреть какие-то основные туристические места. Но сегодня мы с вами будем исследовать районы, которые путеводители рекомендуют или вовсе избегать, или быть аккуратными туристам при посещении их. И первый в нашем списке — это район под названием Гази Осман Паша. Присоединяйтесь. Первый район в нашем списке называется Гази Осман Паша. Название его было дано в честь Османа Паши, турецкого маршала и министра обороны, по-моему, которого султан нарек званием Гази, то есть непобедимый или что-то вроде того. Район довольно колоритный, начал бурно разрастаться в середине 20 века, в основном выходцами из Балкан. И в основном здесь проживает рабочий класс. Hi, how are you? What's going on here? Видимо, какая-то свадьба или празднество. Но мужчина попросил убрать камеру, поэтому не будем наглеть. Да, опять-таки, повторюсь, место довольно колоритное. Европейцев здесь я пока не встретил ни одного. Но у нас нет, на самом деле, много времени исследовать, потому что я приехал довольно поздно, в 5 часу. И впереди у нас еще 3-4 района, которые действительно могут быть опасными. Мераба. Hey guys, how are you? Good luck. Hello. Say hi. What's your name? TV, yes. Hey guys. Yes. How are you? Merhaba. Merhaba. Turist. Turist, yes. Yes, okay. Ben Mehmet. bir gezginim. Sen gezginsin. Gezginim. Si. YouTube kanalı. Ha? YouTube'a mı atacaksın abi? YouTube'a? Yes. İsmin Yes. ne abi? You can say hi. My name is Çağatay. Saltay. Çağatay abi. Saltay. Okay. Abi YouTube ismi? YouTube ismi? Sorry, don't understand you. Azdan İngilizce. İsim. Hangi kanal? Yes. Hangi kanal? Turist. Alman, Turkish. Yeah, I'm from Ukraine. Traveling through. Buradakiler de hepsi Just Türk anladık abi. Çok anladık. İlk defa geldim. Tamam hadi canlı engelmesen kaçalım. Konka'da. Okay, guys, I'm Ukraine. gonna go. Yes, Ukraine. Okay, bye, guys. Good luck.
сожалению, у нас нет достаточно времени погулять по этому району, поскольку сам по себе район очень большой, как небольшой город, численностью 500 тысяч человек. Плюс, пока я добрался с другого противоположного конца Стамбула, уже было около 4 вечера. И у нас еще впереди 3-4 района, которые нам стоит посетить. А, честно говоря, посещать в вечернее время те края опасно довольно. Поэтому посмотрим во всей красе. Да, сегодня тем более выходной день, суббота. Я думаю, там будет интересно. Проезд здесь, как правило, стоит 30 лир. Это 1 евро на любые автобусы. Следующее место, которое мы с вами посмотрим, мы уже находимся, собственно, в нем. Это район под названием Балат. Также он имеет неофициальное название «Еврейский район». Это случилось, краткий экскурс в историю, потому что в 15 веке тогдашний падишах, император Османской империи, отправил множество кораблей в сторону Испании, чтобы вывести оттуда евреев-сафардов в более дружественный Стамбул. И с 15 века вплоть до 19 евреи здесь мирно сосуществовали с остальным населением, строили здесь дома, построили 12 синагог в этом небольшом квартале. Но после 19 века здесь началась серия активных землетрясений, пожаров, и большая часть того еврейского населения эмигрировала либо в соседние районы Галата, либо в азиатскую часть, либо в Израиль. Sorry? Sorry, I don't understand. Money, I don't have money. I'm just a traveler. I really don't have money. Let me check. You see? This is euro, 10 cents. Ama bu olmuyor. I don't have Turkish liras. Allah aşkına bu olmuyor. I'm so sorry. Allah. Take care, girl. В общем, и на чем я остановился? Да, евреи здесь существовали, пока не начались серия землетрясений, пожаров, они эмигрировали, и на их места стали заселяться выходцы из Балкан, различные маргинальные группы, цыгане, персы, беженцы из Афганистана, Сирии, которым, по сути, не так была важна архитектурная составляющая, внешний вид своих построек, своего жилья. Поэтому район начал ветшать, но, тем не менее, какой-то процент того населения остался, и поэтому район стал пестрый, неоднозначный. Есть как и обветшалое явно строение, так и яркие, необычные дома еще того времени. Поэтому давайте окунемся чуть-чуть поглубже, посмотрим изнутри, как живет этот район. Наверное, самое туристическое место в этом районе — это улица, которая переводится как склон с лестницей. Здесь вот такой крутой подъем с множеством разноцветных домов и куча туристов. И, кстати, очень крутая панорама на соседний берег. Hello. Günaydın. Coffee, even more coffee. Thank you. You're very kind.
this coffee furnace. This coffee is furnace up is a fire. Ага. Yani and this organic. Ага. It's Okay. traditional Turkish coffee. Yes. Yes. Okay. And this attention furnace in the fire. Cool. I like it. Very, very hot, but I like it. Sweet. Yeah, Cool. evet. Yes. Fantastic. You like it? Yes, yes. Fantastic. Afiyet olsun. You make this coffee? No. This sen mi yaptın? This chef. Master. He is a master. Okay, you're doing. Be alone. Thank you. Thank you once again. My job, the guy. Teşekkür ederim. Sir? Okay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you. В общем, я зашел в кафе выкурить сигаретку, попить чая, но у меня не было наличных, а там не принимали оплату картой, и поэтому чувак мне просто угостил сначала 2 лимонадами, а потом еще и принес кофе бесплатно. Кайф, что сказать, очень гостеприимно. На часах 8 час вечера, и поэтому самое время отправиться в самый опасный район Стамбула. На самом деле это несколько районов, которые образуют некий конгломерат. Он состоит из Тарлабаши, Далапдеры и Бейоглу. То есть это районы, как мне сказали, в которые даже полиция не заезжает. И вот буквально позавчера я проснулся в доме у своего хоста. И я ему говорил о том, что у меня есть идея посетить эти районы. И он говорит, что утром видел новостную сводку, что группа полицейских отправилась в этот район делать рейд наркобаронов там или что-то такое. И, короче, в результате была крупная перестрелка, было убито 2 полицейских и неизвестно сколько местных. Ну, я думаю, нам повезет немного больше, надеюсь. Bir sonraki durak Köprübaşı. Трафик здесь, как вы можете заметить, очень стихийный. И ни водители, ни пешеходы особо не обращают внимания на светофоры. Замечательно, как ваши. Это камера, да, видео снимаю. Хочу показать друзьям, родным, как в Стамбуле. Я из Украины. Да. Вы откуда? Вы хорошо разговариваете. Вы жили в Украине или учили? Камера закрывает, пожалуйста. Потом Выключить. поговорим. Хорошо, окей. У меня есть вот пару цента монет. Пока. В общем, чувак оказался просто, ну, попрошайкой. Хотел, чтобы я ему купил сигарет. Вау. Check this out. Такой какой-то худ. Hello. No camera. No camera? No camera. No allowed to film this? Так, мы с вами в районе Далапдеры. И здесь уже, да, немного все по-другому. Не успел я зайти в этот район, как уже вышел откуда-то из-за угла чувак, сказал спрятать камеру. Потом еще преследовал меня, наверное, метров 300.
Поэтому я не стал особо наглеть, снимать его. Здесь такие места можно увидеть. Это наш шанс. Вау! Смотрите, что впереди. Блин, реально, реально стрёмно выглядит. Но дети окей, дети здесь очень приветливые. Более старшее население выглядит не совсем приветливо. It's okay. Could be problem over here. It's dangerous here. Dangerous here. Peligroso. No problem. No speak English. Okay. Problema in this area. Problem. Malvo. Autism. He is a problem. Okay. Hello, my friends. Huh? Ukraine. 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 Good luck. Fist. Nice. Ну что скажете? Hello. 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 Excuse me, do you have a tea? Chai? Chai? Chai. Yeah. Can I pay by card? Şans. Card, by card. Can I pay by card? Tamam sıkıntı yok. Para ne problem. Şey olmadı. Tamam. Sıkıntı yok. Окей. Sıkıntı yok. В общем, меня снова бесплатно угостили чаем. Супер приятные люди. Я спросил у него, опасно ли здесь находиться в этом районе. Он сказал, нет, проблем нет. Здесь живут курды. Стоит быть осторожным, но здесь по большей части безопасно. Ну, надеюсь, так. Потому что уже стемнело. И да. Окей, мы прошлись с вами по Талабдере и Тарлабаши. И, в принципе, последняя точка, которую я бы хотел посетить, это район Бейоглу, а конкретно улица Истекляль. В принципе, это довольно туристическое место, насколько я почитал в Гугле. Поэтому не думаю, что там стоит чего-то опасаться. Но и, в принципе, это и к лучшему, поскольку уже я не хотел бы гулять в каких-то глубоких дебрях. Hello, excuse me. Истекляль. İstiklal this way. Teşekkür ederim. Ha? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ne tarafa gidiyorsun? I go to İstiklal. İstiklal Caddesi o. Okay. Cadde buraya. Может, говорите на русском? English. Cadde. Tarif Cumhuriyet Caddesi. Okay, okay. Thank you. Good night. İstiklal. İstiklal. Yok. No? Geldin ya buraya, geldin ya. Gel. Böyle geldin ya böyle. Şimdi böyle geldin ya böyle. Okay, okay. Hello. Hello. What's your name? Hello. Ivan. Ivan. And your? Yusuf. Yusuf. Nice to meet you. How are you? All good?
kahveni ben de sana Yürü artık Arzu be. O saat 10 oldu be. Passport control, police. Okay, but who is police? You or this gentleman? Yes, police. Can you show me the document? Police. Okay, no problem. Do I look like a suspicious person? I don't speak English. Passport control. Okay, no problem. Tamam vizesinde bir problem varsa bırakacağız zaten. But you don't have any uniform, like, is it okay? I don't know, second day in Turkey, No problem. but usually officers have some uniform. No uniform. Civil. Okay. 8. ayın 23'ünde gelir. Okay. 8. ayın 23'ünde. Neden üniformalı değilsin? Mesela niye elbise Ha, polis? ama Dedim, sivil dedim onu. olduğumuzu Thank söyle. you. Dedim buna mesela iki model polis var, bir Ha. tane formu var, Söyle, bir tane söyle. dedim ona. Tamam. Dedim security polis anlayan. Okay, thank you. Thank you, good luck. Остановил меня только что какой-то рандомный чувак, попросил документы, сказал, что он полиция. Ну, показал какую-то карточку. Не знаю. Не, ну, по сути, тот факт, что он держал другого чувака в наручниках, наверное, подтверждает то, что он коп. Но странно. Ни униформы, ни причины для проверки. Цены здесь, надо сказать, очень приятные относительно той же Европы. Вот такой сет из мини-кебаба, картошки, это вроде бы баклажаны жареные, напиток и хлеб вышел в 6,50 евро, если переводя. Но на самом деле это самый дорогой обед, что я заказывал. Обычно это в районе 3-4 евро можно хорошо наесться здесь. Приятного аппетита, если кто кушает. Сейчас, братик, подожди. No. Так, ну сосиска, видимо, не прошла тест уличного котика. Даже он не хочет ее кушать. Ну, мне, в принципе, нормально. Мы добрались до этой улицы, но по сути я не знаю, что здесь снимать, потому что здесь просто мега оживленно, как вы можете заметить. Очень светло, и единственное, что может случиться, это пикпокетс, то есть может у вас кто-то дернет телефон, если он плохо лежит в кармане. А так, я думаю, здесь абсолютно безопасно. Наверное, можно подвести итог нашему небольшому сегодняшнему путешествию. Нельзя назвать это путешествие, экскурсии. Время 9:30. Пора задуматься о ночлеге, где я сегодня проведу эту ночь. И, скорее всего, завтра мы уже отправимся из Стамбула вдоль Турции. И нас ждет уже более масштабное и интересное путешествие. Увидимся!